Глава 1036. Объединив силы. Великий бессмертный Сюй холодно рассмеялся, взмахнув рукой, выпустил серебряную полоску, разбив одну из статуй. Не ожидал, что господин Даосист Хань посмеет последовать за нами. Я действительно впечатлен. Вскоре после разрушения статуи алтарь вспыхнул белым светом, восстановив свою первоначальную форму. Затем он продолжил махать золотым клинком, рассекая воздух. Хань Ли спокойно ответил: «А с чего бы мне не посметь? Перед нами появилось божественное духовное сокровище, а ты все еще думаешь о том, как доставить мне неприятности». Услышав это, на Лин Импин отразилась враждебность, но когда она уже собиралась что-то сказать, ее прервал серебрянокрылый ночной злодей. «Не забывайте, что у нас еще есть кое-какие дела». Несмотря на то, что перед нами появилось такое сокровище, я не возражал бы сначала погасить наши долги. Львиный ястреб рядом с ним угрожающе зарычал. «А вот как?» С улыбкой ответил Хань Ли. Гуйлин вздохнула, шагнув вперед, чтобы встать рядом с ним. Ночной демон изменился в лице при виде этого. «Госпожа Гуй, что ты делаешь? Почему ты вместе с этим человеком?» Зловещий блеск вспыхнул в ее глазах, и она закричала: «Ты действительно не знаешь или прикидываешься дураком? Ты воспользовался мной, заботясь только о своей пластине души, и бросил меня. Если я хочу сохранить свою жизнь, мне остается только подчиниться ему». Культиваторы были поражены, услышав это. Ночной демон немного смутился, а львиный ястреб прекратил рев. Эти трое дружили много лет. Если бы это было возможно, они оба хотели бы помочь ее заполучить пластину ее души. Однако обстоятельства были против них. Им удалось забрать свои пластины только благодаря слепой удаче. У них действительно не было никакого способа захватить пластину Гуйлин. Хань Ли, будучи очень хитрым, сразу сбежал, как только ему удалось захватить пластинку вместе с несколькими другими сокровищами, в то время как остальные были пойманы в ловушку Кипригелем Четырех Небес. Выражение ночного демона пришло в норму, и он угрюмо уставился на Хань Ли. «Госпожа Гуй, не волнуйся. Я помогу тебе забрать пластину». Гуйлин тупо уставилась на него. «Теперь в этом нет никакого смысла, потому что у меня нет выбора, кроме как подчиняться. Если ты встанешь у нас на пути, не вините меня за безжалостность». Демон криво усмехнулся и больше ничего не сказал, но продолжил смотреть на Хань Ли. Хань Ли проигнорировал его, размышляя над планом своих действий. Если ночной демон действительно решит создавать ему проблемы, он прикажет Гуйлин разобраться с ним. Леди Му затем сладко улыбнулась. «Господин Хань, как ты разобрался со старым дьяволом Цанем? Поскольку он еще не появился, неужели он встретил свой конец в ваших руках?» Эти слова стали шоком для всех присутствующих. Хань Ли поднял бровь на ее провокации и повернулся взглянуть на нее и красивую молодую женщину рядом с ней. «Значит, это вы шпионили за нашей битвой. Я бы хотел узнать ваши имена. Поскольку вы не знаете, кто мы, вы, очевидно, господин Даосист Хань. Мы из секты бессмертной формы провинции Наньцзянь. Можно сказать, что мы наполовину хозяева этого места». Лицо брата Ханя совершенно незнакомо. «Неужели вы не из Великого Цзиня?» Кокетливо проговорила леди Му, но в глазах ее было холодное выражение. Она была хорошо слажена и довольно красива. «Неважно, откуда я, это имеет ничего общего с нашим нынешним положением. Что касается моей битвы со старым дьяволом Цианом, мы устроили небольшой спарринг, а затем разошлись. Неужели этот старый дьявол еще не появился здесь?» Равнодушным тоном проговорил Хань Ли. Гуйлин молча закатила глаза, но ничего не сказала. Леди Му сомневалась в его словах, но она также не могла поверить, что он был способен убить такую знаменитую фигуру. Таким образом, она тихо улыбнулась, услышав его недружественный ответ. Культиваторы клана настороженно смотрели на Хань Ли, учитывая эту новую информацию, и переглянулись между собой. Затем они удалились и прекратили нападать на каменных марионеток. Ученый на поздней стадии зарождающейся души в белом одеянии моргнул и послал Хань Ли голосовое сообщение. «Господин Хань, кажется, между вами и ними есть какой-то конфликт. Я великий старейшина клана Е, командующая сила императорской семьи Великого Цзиня. Не хотели бы вы присоединиться к нам? Нам нужен только Кипригель 8 духов. Все остальные сокровища в зале будут вашими. Что скажете на это?» Хань Ли был ошеломлен, услышав это, но оставался безразличным и ничего не ответил. Видя, что Хань Ли обладал огромной силой и контролировал высокорангового духовного зверя Гуйлин, он продолжил: «Господин Хань, не думайте, что мы жадные. Если вам удастся каким-то образом приобрести это сокровище, одному вам не выжить». Хань Ли нахмурился и в итоге ответил голосовой передачей: «Ваш клан Е — величайший благородный клан Великого Цзиня.
Зачем вам нужна помощь постороннего, как я? Разве вместе с вами не еще одного высокорангового культиватора, когда вы вошли в это место? Где другой? Хань Ли изменился в лице и стал оглядываться на лица этих незнакомых культиваторов. Он почувствовал облегчение, увидев, что высшего демона не было среди них, но в его сердце все еще оставалось беспокойство. Сердце ученого дрогнуло, и он слегка хихикнул, не ожидал, что брат Хань узнает об этом человеке. Честно говоря, он должен быть внутри этой пагоды. У меня нет с ним никаких контактов, я уверен, что он придет нам на помощь в трудную минуту. Возможно, он уже вошел во дворец. Хань Ли на мгновение задумался и сказал: «Вот как? Но если бы во дворце больше ничего нет, то я просто разожгу негодование у всех этих людей». Видя, что Хань Ли почти поддался на искушение, великий старейшина клана Е поспешил подтолкнуть его к этому решению. Все решается довольно просто. Мы уже обыскали другие районы горы и приобрели много могущественных сокровищ. Если вы ничего не получите в дворце, я готов передать их вам. Если вы боитесь, что они отомстят вам в будущем, мы можем попросить вас стать приглашенным старейшиной клана или даже заплатить вам сумму в 1 миллион духовных камней. Поскольку эксцентрик с большой головой и другие исчезли, ученый почувствовал большое опасение двигаться вперед, когда их нынешняя ситуация вышла из-под контроля. Таким образом, он не пожалел усилий, чтобы объединиться с Хань Ли. Немного подумав, Хань Ли усмехнулся и согласился: «Я приму предложение о миллионе духовных камней. В худшем случае я просто покину Великий Цзинь». Это правильное решение. Тогда по рукам. Вы можете действовать по своему усмотрению, радостно сказал ученый. Когда артефактный дух объединился с его магическим сокровищем, соединенным с душой, серебряная душа смогла услышать сделку и невольно спросила: «Что? Вы действительно хотите отдать им кипригель 8 духов?» «Конечно, нет», — спокойно ответил Хань Ли. «Клан Я осознает свою слабость, и мне также нужна их помощь. Однако с устным соглашением ни одна из сторон не обязана соблюдать его условия». Серебряная луна вздохнула: «Вот как. Когда Великая Формация будет разрушена, вы должны быть готовы к тому, чтобы овладеть кипригелем и использовать все ваши способности, чтобы сбежать». Хань Ли улыбнулся, но ничего не сказал. В этот момент ученый направил магическую силу в свой голос и громко закричал: «Слушайте, с тех пор, как прибыл господин даосист Хань, у нас больше шансов уничтожить эту древнюю формацию. Как насчет того, чтобы мы включили господина Ханя в нашу предыдущую договоренность?» Великий бессмертный Сюй холодно фыркнул: «Нас уже достаточно, чтобы уничтожить формацию. Никто другой нам не нужен. Мы сами захватим его». Ученый изменился в лице и сказал угрюмым тоном: «Брат Сюй, должно быть, шутит. Я не возражаю, если вы решите это сделать сами, но вы думаете, у вас будет на это время». «Это правда». Леди Мо откинула волосы в сторону и сказала: «Мастер Хейда из секты Высшего Процветания и даосист Цзы-Цзыджи из секты Небесного Дьявола скоро прибудут извне. У нас есть максимум день, чтобы забрать сокровища. Как только сюда прибудут великие секты праведного и дьявольского Даа, думайте, они допустят, что сокровище будет принадлежать любому из нас?» Помимо 3 присутствующих демонов, все культиваторы испытали сильный шок, услышав название 2 этих сект. В частности, великий старейшина клана Е мгновенно побледнел. Великий бессмертный Сюй и Лин Иньпин переглянулись между собой, изменившись в лицах. Хотя храм Бесконечного Неба и секта Небесного Дьявола были в дружеских отношениях, они определенно не дадут им равных долей сокровищ горы Куну. «Хорошо», — неохотно согласился великий бессмертный Сюй, «сделаем так, чтобы уничтожить формации. Как только она будет уничтожена, божественное духовное сокровище будет принадлежать тому, кто сможет его забрать». Другие не возражали, скрывая свои собственные намерения. Хань Ли стиснул зубы при виде этого. Затем он выпустил дюжину золотых мечей, взмахнув рукавом, и начал атаковать статуи под ними. Другие также не желали медлить. Статуи под ними сразу же начали снова двигаться и размахивать своими саблями в воздухе, заполняя небо световыми полосками и раскатами грома. Глава 1037. Разрушение формации. Пока другие продолжали атаковать формацию вокруг дворца, 2 старейшин секты бессмертной формы вели тайное обсуждение. Молодая женщина послала голосовое сообщение леди Му тревожным тоном: «Старшая боевая сестра, мы действительно должны помочь им сломать формацию». Старейшина Сян говорила, что дворец был связан с печатью предка высшего демона. И откуда здесь оказался кипригель 8 духов? «Не волнуйся, младшая боевая сестра», леди Му быстро попыталась ее успокоить. «Это не то место, где запечатан высший демон, иначе бы талисман призыва дракон бы среагировал. Причина, по которой мы должны сломать формацию, заключается не только в кипригеле.
Мы должны достичь 9-го этажа пагоды подавления демона, чтобы укрепить печать, поскольку она является ядром формации. Однако входа на следующий этаж нигде значит, так что, значит, дворец является единственным местом, где он может быть. Я должна была объяснить это раньше. Вот как. Мне было интересно, почему старшая боевая сестра затащила меня сюда. Но Кипригель, леди Му перебила ее. Кипригель 8 духов — это сокровище, которое оставили предки нашей секты. Нам нужно забрать его. Это правда, но я боюсь, что нам будет трудно сражаться за него. Красивая женщина взглянула на окружающих их культиваторов и демонов с сомнениями на лице. Возможно, но не забывай, что у нас есть Кипригель 4 небес, точная копия этого самого божественного духовного сокровища. Когда начнется битва за Кипригель, просто активируй его и проверь, какое он окажет влияние. Даже если он будет неэффективен, старейшина Сян может появиться здесь в любой момент, и они будут вынуждены отдать его ему. У него глубокие отношения с нашей сектой. Если мы попросим его, он наверняка будет на нашей стороне, даже если он не отдаст нам Кипригель 8 духов. Хитрый блеск засиял в глазах леди Му. И то верно. Затем прекрасная женщина задумалась и взволнованно спросила, а как насчет той черной транспортной формации в комнате, откуда мы только что пришли? Может быть, именно там находится высший демон. К сожалению, она утратила свое действие, иначе мы могли бы сначала взглянуть на него. Возможно. В записях нашей секты не упоминается какая-либо конкретная информация о печати высшего демона. Пока они продолжали свой секретный разговор, священный предок высшего демона пытался освободиться от своих ограничений в скрытом пространстве поблизости. Черное зеркало, нефритовый лотос, кольцо, талисман власти и маленькая черная бутылка плавали над огромным двуглавым волком, каждый из которых выпускал черный луч света на его тело. В результате вокруг тела волка образовался слой жуткого дьявольского света, оттолкнув талисманы и цепи на 1 фут от волчьей шкуры. Ограничения мерцали светом, активируя еще больше ограничений в ответ на это. Но самым заметным из них были желтые зеркала, которые окружали его. Все они одновременно зазвенели, испуская яркие лучи света, и стали в несколько раз толще. Двуглавый четырехрукий высший демон в настоящее время парил в воздухе с 5 дьявольскими артефактами, сжав все руки в жесте заклинаний. Он с серьезными выражениями на лицах смотрел на серебряного волка в воздухе. Черная транспортная формация под ними была покрыта пеленой серого света, что вызывало временное ее разрушение, не позволяя другим войти сюда. На данный момент голова черного волка приобрела совершенно дьявольский вид, рог на ее голове стал в несколько раз больше, а на его поверхности то и дело вспыхивала черная молния, испуская раскаты грома. Глаза волка засветились фиолетовым пламенем и начали сжигать близлежащие талисманы одним взглядом. После вливания дьявольской ци из 5 артефактов фрагмент души священного предка накопил достаточно ци и, наконец, начал освобождаться от своих ограничений. Постепенно волчья голова уничтожила все близлежащие талисманы и яростно заревела. Черный свет начал мерцать по всему его телу, и волк стал еще больше, словно превращаясь в бога из другого мира. Сеть желтых световых лучей, еда смогла на короткое время подавить его, но тираническое проявление волка вскоре прорвалось, и все зеркала одновременно взорвались во вспышках звездного света. Первоначально ничем не примечательные небесные звездные цепи, однако, засветились ярким светом и расширялись, плотно сковывая огромного волка. Кроме того, на поверхности цепей горело жуткое белое пламя. Запах выжженной плоти мгновенно наполнил воздух, как только священное адское пламя коснулось волчьей шкуры, не обращая внимания на дьявольский свет, окружавший его. Голова волка поморщилась от боли, почувствовав, как белое пламя сжигает ее, и на ее лице даже появились следы страха. Она быстро пробормотала: «Чистый яньский костер». Не думала, что эти культиваторы действительно способны соединить демоническое пламя с цепями. Это будет довольно хлопотно. Затем голова черного волка внезапно подняла голову и оглушительно завыла. Черная молния вырвалась из волчьего рога, выпустив шар молнии в небо, который тут же взорвался, разразившись бесчисленным количеством черных дуг молнии, которые обрушились на цепи. В мгновение белое пламя и черная молния спутались в противостоянии, словно 2 диких питона, обмотанных на цепи, издавая странные приглушенные звуки. Голова на этом не остановилась. Моргнув фиолетовым пламенем в глазах, она произнесла странное заклинание и снова открыла рот, на этот раз выплеснув туман угольно-черного света вокруг себя, окутав окружающее пространство черной пеленой. Раздался оглушительный грохот, который уничтожил большое количество ограничений вдалеке. При виде этого на лице высшего демона появилась радость. Хотя фрагмент души предка демона был пойман в ловушку в течение множества лет, но его способности ничуть не пострадали.
За пределами горы Куню, где была вскрыта печать, собралось несколько сотен культиваторов, что составляет менее половины тех, кто прибыл ранее. Однако мастер Хейда все еще сидел у входа со странным выражением на лице. Это было из-за дюжины культиваторов, зарождающейся души во главе толпы. И если бы не слава секты высшего процветания и его высокий уровень культивации, он подозревал, что они бы уже ворвались внутрь. Но даже в этом случае он не мог позволить себе продолжать их задерживать. Многие из присутствующих культиваторов зарождающейся души на самом деле принадлежали к нескольким великим сектам. Даже секта высшего процветания не хотела бы их провоцировать. В конце концов из толпы вспыхнул старик на средней стадии зарождающейся души с красным лицом и сказал: «Мастер Хуйда, что вы задумали? Я пришел сюда не для того, чтобы тратить свое время». Мастер Хейда вздохнул и, прекратив медитировать, открыл глаза, а затем сказал спокойным тоном: «Господин Даосист Ло, разве я уже не говорил вам? Люди сейчас не смогут войти в проход. Я останавливаю вас только потому, что не хочу, чтобы вы напрасно пострадали». Старик Ло раздраженно возразил: «Я слышал, что культиваторы секты рассеивающейся инь и секты бессмертной формы вошли туда». Мастер Хейда спокойно ответил: «Это потому, что у леди Му была колесница солнечной луны, а у брата Сюя был духовный павлин. С их помощью они смогли избежать опасности. Если у брата Ло тоже есть одна из 3 великих духовных колесниц, я не буду вас больше останавливать. Но вы можете подождать еще несколько дней, проход стабилизируется». Еще несколько дней. Тогда все сокровища будут разобраны, раздался еще один несчастный голос, исходящий от силуэта, окутанного зеленым светом. Он всплыл из толпы и вышел вперед. «Господин Даосист Ю из секты Нефритового горизонта, вы тоже здесь?» Когда мастер Хейда увидел этого человека, он неосознанно нахмурился. Хотя он не был кем-то из великих сект, его ядовитые техники были хорошо известны в Великом Цзине. Даже он не хотел провоцировать такого трудного врага. По правде говоря, на самом деле он не заботился о них. Он бы и глазом не моргнул, если бы все они погибли из-за нестабильного прохода. Но он ранее получил секретное сообщение, что за разрушение в печати стоит клан Е. Пока он размышлял об этом, он сразу же получил приказ от своей секты с требованием, чтобы он вошел в проход только вместе с даосистом Цзы-Цзычжи и не позволял войти кому-либо еще. Тот, кто дал ему приказ, был своеобразным существом в их секте, и даже он не смел его ослушаться. Зачем еще он бы стал напрягаться ради такого неприятного дела? Но поскольку в приказе требовалось 2 культиватора на поздней стадии зарождающейся души, дело не могло быть простым. Как он и ожидал, вскоре он приобрел нефритовую пластинку, в которой было больше информации. Прочитав ее, старик почувствовал сильное удивление и стал сожалеть о том, что позволил старому дьяволу Циню и другим войти первыми. Но теперь, когда дело дошло до этой стадии, он не осмеливался рисковать войти в печать. Если бы все эти люди, которые хотели войти сюда, знали, с какими проблемами они могут столкнуться. Если запечатанное существо будет освобождено, никто в мире смертных не сможет противостоять ему. Кроме того, там были божественные духовные сокровища, которые не могли попасть в руки других. Глава 1038. Кольцо ограничения демона. Столкнувшись с 2 нетерпеливыми культиваторами, мастер Хейда сухо кашлянул. Обдумывая, что сказать, чтобы их успокоить, он произнес холодным голосом: «Что? Неужели вы планируете ворваться в проход, когда секта Небесного Дьявола и секта Высшего Процветания блокируют вас?» Внезапно старик Ло изменился в лице. На горизонте показалась полоска черного света. Вскоре полоска черного света исчезла, а на его месте появился мужчина средних лет с крючковатым носом в черной одежде ученого. Как только он появился, выражение лица старика стало мрачным. «Даосист Цзы-Цзычжи», — холодно выдохнул он. Нельзя сказать, что даосист Цзы-Цзычжи превосходил мастера Хейда, но у него была репутация жестокого старейшины секты Небесного Дьявола. Поскольку старик Ло был только на средней стадии зарождающейся души, он не мог позволить себе оскорбить его. Господин даосист Цзы-Цзычжи, должно быть, шутит. Поскольку ваши уважаемые секты рассматривают этот вопрос с такой серьезностью, кажется, что это место действительно должно быть опасным. Ничего, если мы подождем несколько дней, старый эксцентрик хихикнул и вернулся в толпу. Культиватор в зеленом тумане тоже молча удалился. С появлением великих сект праведного и дьявольского Даа, которые объединились между собой, в толпе возник диссонанс. На данный момент любой дурак понимал, что-то, что запечатано, имеет большое значение. Иначе почему еще 2 великие секты хотели сберечь такую сильную силу, но под давлением 2 чрезвычайно влиятельных сект бродячие культиваторы и представители более мелких сект не смели жаловаться? Даже культиваторы из более крупных сект не желали создавать проблемы.
8 культиваторов секты Небесного Дьявола летели в их направлении, и все были на стадии зарождающейся души. Как только они прибыли, они молча вынули пластины формации и флаги заклинания, быстро установив огромное ограничение и создав плотный белый туман над отверстием печати. Затем культиваторы секты Высшего Процветания и секты Небесного Дьявола исчезли в формации без следа. Сразу после этого многие культиваторы, желавшие понаблюдать за ними, с тревогой переглянулись между собой. Внутри формации мастер Хейда вздохнул и улыбнулся даосисту Цзы-Цзыджи. «К счастью, ты прибыл быстро. Боюсь, я бы не смог дольше сдерживать их. От твоей репутации веет страхом». Ученый средних лет наигранно улыбнулся и сказал: «Ты хочешь прокричать мое имя тем, кто снаружи?» Мастер Хейда сухо усмехнулся. «Да ну, брось». «Хорошо, давай вернемся к делу», — нахмурился даосист Цзы-Цзыджи и сказал: «Мы должны повиноваться этим приказам. По дороге сюда я услышал, что секта рассеивающийся инь уже успела войти. Ты позволил им войти, потому что среди них был старый дьявол Цань. Старый дьявол Цань и несколько бродячих культиваторов вошли еще до того, как я прибыл. Позже несколько культиваторов секты рассеивающийся инь и храма Бесконечного Неба вместе с одним из великих бессмертных вошли туда. Тогда я не знал о важности печати и не стал их останавливать». Даосист Цзы-Цзыджи фыркнул и мрачно сказал: «Не ожидал, что клан Е будет использовать свою копию божественного духовного сокровища в качестве диверсии, чтобы использовать возможность приехать сюда и захватить настоящее божественное духовное сокровище. Если бы не шпионы, которых мы давно поместили в их ряды, мы бы оставались в неведении». Мастер Хейда, жаль. Клан Е внимательно следил за ними. Хотя наши информаторы узнали об этом некоторое время назад, у них не было возможности сообщить об этом. Они смогли уничтожить только несколько их формаций заклинаний и сбежали. Если бы мы получили эту информацию ранее, мы бы никогда не дали им такую возможность. Какова ценность божественного духовного сокровища, если освободиться воплощение древнего демонического предка? Мы ничего не сможем поделать с этим, если позволим этому случиться. Учитывая, сколько времени прошло с тех пор, как вошел старый дьявол Цань, он уже должен был найти место, где был запечатан демон. Он не дурак. Он не будет делать то, что не принесет ему пользы. Однако культиваторы Бесконечного Неба — другая история. Они не из Великого Дзиня. Я слышал, что твоя секта в хороших отношениях с храмом Бесконечного Неба. Не ожидал, что ты будешь осторожничать с ними. Хорошие отношения. У нас просто было несколько сделок, которые мы заключили ради наших собственных интересов, равнодушно ответил Цзы-Цзыджи. Разве печать, установленную древними культиваторами, можно сломать так быстро? Пока они еще не отменили ограничения высшего демона, мы можем остановить их безудержные действия. И даже если воплощение высшего демона сбежит, она будет сильно ослаблена после стольких лет заключения. С 5 дьявольскими ограничительными цепями, которые я взял с собой, мы сможем покорить ее. Дьявольские ограничительные цепи — те самые древние артефакты из мира духов. При упоминании об этом глаза мастера Хейда загорелись. Цзы-Цзыджи холодно улыбнулся. «Верно. Высшие демоны вторглись в наш мир, культиваторы из мира духов принесли сокровище, специально предназначенное для борьбы с высокоранговыми высшими демонами. С 5 дьявольскими ограничительными цепями даже воплощение священного демонического предка дьявола будет беспомощно». Мастер Хейда изменился в лице и сказал: «Это будет хорошо. Я изначально волновался, что путешествие окажется опасным. Не ожидал, что ты сможешь найти эти сокровища. Кто сказал, что я их нашел? Они были переданы мне тем же человеком, что отдал мне приказ. Разве он не послал в твою секту сокровища, чтобы разобраться с демоном?» Ученый с подозрением взглянул на старика. Уходя, я был сильно занят, и у меня не было времени, чтобы что-то приготовить. Однако я взял небесный клинок, так что я должен быть в состоянии помочь. Криво улыбнулся мастер Хейда. Цзы-Цзыджи кивнул. Это сокровище подойдет. Однако есть кое-что, чего я до сих пор не понимаю. Почему мы не должны убивать демона, если в этом нет крайней необходимости? Почему они хотят, чтобы мы снова запечатали его, если он в будущем снова может попытаться освободиться? Цзы-Цзыджи немного подумал и ответил серьезным тоном. Кто знает, древние культиваторы тоже не убивали демона. За этим определенно стоят какие-то необычные обстоятельства. Давай просто следовать их приказам. Мастер Хейда задумчиво кивнул, а затем посмотрел в направлении открытия печати. Все так, как ты говоришь. Давайте поскорее разберемся со всем этим. Брат Цзы-Цзыджи прибыл сюда на колеснице летающей черепахи. Давай поторопимся войти внутрь. Цзы-Цзыджи удивленно усмехнулся. Взмахнув рукавом, выпустил шар света.
Сделав круг вокруг него, он значительно расширился, превратившись в колесницу длиной 10 метров. Она была похожа на панцирь огромной черепахи. Вскоре после этого мастер Хейда и Цзы-Цзыджи дали распоряжение сопровождающим их культиваторам и вошли в колесницу, а затем влетели в отверстие в печати в виде полоски черного света. Горный хребет Великого Столпа был одной из 4 великих духовных вен Великого Цзиня. Он принадлежал секте номер 1 праведного Даа, секта высшего процветания. Кроме секты Небесного Дьявола и Долины Тысячи Демонов, никакая другая фракция на всем континенте не могла бы конкурировать с ними в плане власти. Это привело к тому, что более сотни различных духовных гор попали под контроль секты высшего процветания. Ледяная духовная долина была ничем не примечательным местом посреди этих гор. В долине была катастрофическая нехватка духовной ци, и в ней круглый год дули пронизывающие до кости инские ветра, покрывая стены долины ледяным покровом. Это, казалось бы, малозначительное место на самом деле было одной из запрещенных зон секты высшего процветания, о которой мало кто знал. Что было особенно таинственным, так это иллюзорная формация, скрывающая вход в долину. Кроме нескольких этих ограничений, стражников у входа не было. По правде говоря, никто не осмеливался приближаться к этому месту в течение нескольких сотен лет. Даже высокоранговые старейшины секты не смели войти внутрь. Они просто стояли снаружи и говорили о долине с уважительным тоном. Как раз тогда, когда даосист Цзы-Цзыджи и мастер Хейда вошли в гору Куну, за пределами долины появился старик в серой мантии с болезненным видом. Он посмотрел на иллюзорную формацию у входа с насмешкой и слегка кашлянул, а затем полетел внутрь в виде полоски зеленого света. Через мгновение он появился в конце долины и холодно посмотрел на огромную ледяную стену перед ним с мрачным лицом, а затем сказал мягким холодным голосом: «Старый призрак Бай, я знаю, что ты здесь. Не нужно прятаться от посетителей в своем гробу». Вскоре его слова разнеслись оглушительным эхом по всей долине. Ледяные стены задрожали так, словно вот-вот разрушатся. Старик в серой мантии, похоже, совершенно не обратил на это внимания, стоя перед ледяной стеной. Глава 1039. Культиваторы стадии божественной трансформации. Внезапно раздался глубокий вздох, эхом отразившийся по глубоким ледяным стенам. «Господин даосист Ху, не помню, чтобы я приглашал тебя сюда. Разве ты не собирался культивировать на Дьявольской скале? Что ты делаешь в ледяной духовной долине?» Старик в серой мантии фыркнул и сказал расстроенным тоном: «Думаешь, я рад прийти сюда? Речь пойдет о горе Куню». Голос снов отозвался эхом: «А гора Куню? Разве мы не оставили этот вопрос нашим ученикам? Что еще говорить об этом?» Старик в серой одежде угрюмо сказал: «Если бы все было так просто. Ты можешь этого не знать, но старый призрак Сянь встретил беду на горе». «Старый призрак Сянь? Ты уверен?» «Из всех оставшихся стариков он был самым сильным среди нас», — удивился голос. Старик в серой одежде ответил холодным тоном: «Я сам в этом не уверен, но старый эксцентрик Фэн лично сообщил мне об этом своим летающим мечом. Ты должен понимать, что он всегда дружил с этим старым призраком и что они обменивались жемчужинами первичной души. Недавно в мире смертных появилась гора Куню, и старый призрак Сян оказался рядом, но вскоре после того, как он вошел, его жемчужина его первичной души потускнела. Если он не получил тяжких телесных повреждений, значит, он попался в ловушку какого-то ограничения. В любом случае, он в нехорошем месте». После небольшой паузы он продолжил: «И раз это случилось, возникла большая проблема, но старый эксцентрик Фэн не может лично пойти и разобраться со всем. Поэтому он попросил нас посмотреть. Он сказал, что готов дать нам 2 таблетки кровавой ци в качестве компенсации». 2 таблетки? Как щедро. Эта таблетка продлит нашу жизнь на десятки лет. Но откуда эксцентрик Фэн узнал, что призрак Сян вошел в гору? Осторожно спросил голос. Этот старый призрак всегда был хитрым. Всякий раз, когда он собирался что-то предпринять, он оставлял план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Прежде чем он вошел в гору Куню, он послал сообщение эксцентрику Фену летающим мечом. Кажется, его действия принесли свои плоды, раз теперь мы здесь, чтобы спасти его. Что скажешь? Ты заинтересован в том, чтобы проверить, как там дела? Нам потребовалось бы некоторое время, чтобы изготовиться таблетки самостоятельно, заманчиво сказал старик. Голос остановился в раздумьях. Вскоре после этого он сказал: «Я не хочу ввязываться в этом. Ты можешь идти, а я останусь здесь». «Что? Неужели таблетка кровавой ци действительно не соблазняет тебя?» Удивился старик. Голос холодно ответил: «Я действительно был готов поддаться искушению, но я боюсь, что-то, с чем я столкнуть, не стоит этого риска». «Что ты имеешь в виду?»
Даже если демон действительно сбежал из заключения, объединив силы, нам нечего бояться. Нечего бояться. Независимо от того, насколько сильным демон был в прошлом, после стольких лет подавления его способности не стали намного меньше наших. Хотя демон не может быть таким сильным, как в древние времена, он не осмелится использовать способности врат пространственного закаливания в мире смертных. Тогда почему бы не пойти? Старик нахмурился. Если бы я не принял финик огненной эссенции, возможно. Но теперь, когда я усваиваю фрукты, чтобы преодолеть свое узкое место, и не могу упустить эту возможность, какими бы незначительными ни были изменения. На лице старика появилась тревога. Духовный предмет, который ты приобрел, ты просто съел его. Конечно, это единственный способ получить достаточно огненной духовной силы. В глазах старика вспыхнул блеск, и он угрюмо сказал: «Ты и правда сделал это. Разве ты не знаешь, что духовная сила плодов слишком мощная, если ты не изготовить таблетку? Ее достаточно, чтобы зажечь магическую силу в твоем теле. Разве в прошлый раз тебе не хватило опасностей? Я прекрасно это знаю. Но если я не рискну, я могу погибнуть в этих ледяных стенах. Или, может быть, мне стоит брать пример призрака Сина и эксцентрика Фена и пустить мои великие способности на самотек. Смешаться с низкоранговыми культиваторами, опасаясь, что использование слишком большой магической силы отнимет у меня жизнь», — с насмешкой сказал голос. Слова брата Бая немного резкие. Они делают это только для того, чтобы найти обратные духовные потоки, которые культиваторы духовного мира использовали в прошлом. Не достигнув поздней стадии божественной трансформации, нам нужно будет использовать эти проходы для вознесения. В конце концов, культиваторы высших миров были способны подавить свою магическую силу и насильно спуститься в наш мир. И если мы найдем эти проходы, мы можем временно поднять нашу магическую силу и использовать их, чтобы войти в мир духов. С тех пор, как мир изменился, бесчисленное количество наших собратьев в стадии божественной трансформации проводило поиски каких-либо обратных духовных потоков в большей части мира смертных. И если бы они существовали, проходы бы уже должны были быть найдены, или они могли бы быть расположены в дальних пределах океана, а значит, их вряд ли можно найти вообще. Может быть. Но в любом случае, воспользоваться нашей единственной надеждой вознестись в мир духов лучше, чем просто ждать конца своих дней, с беспомощным выражением на лице сказал старик в серой мантии. Вместо того, чтобы искать обратные духовные потоки, не лучше ли культивировать до поздней стадии божественной трансформации? Но если бы не древние демоны, силы нашего мира не стали бы редкими, мы бы не застряли на этом этапе с самого начала, возмутился голос. Нет смысла ругать их, брат Бай, мрачно сказал старик. Последний древний культиватор вознесся, и пройдет немало времени, пока следующий культиватор достигнет поздней стадии божественной трансформации и вознесется, и даже тогда число вознесшихся культиваторов будет невероятно мало по сравнению с древними временами. В последнее время ситуация стала еще хуже. За почти 10 тысяч лет ни один культиватор не смог вознестись. Ни один. Неудивительно, что эксцентрик Фен и другие хотели довериться поиску обратного духовного потока. Они могут делать все, что угодно. Что касается меня, я буду культивировать в уединении. На том и закончим нашу беседу. Ты уже знаешь, что я собираюсь делать. Либо отклони просьбу эксцентрика Фена, либо отправляйся один. И прости за то, что не составлю тебе компанию. Ах, в будущем я попрошу своих учеников закрыть эту долину. Я больше не буду ни с кем видеться, пока усвою финик. Обязательно сообщи об этом другим. После этого голос затих, и тишина воцарилась в воздухе. Старик с угрюмым выражением лица еще какое-то время оставался у ледяной стены, а затем топнул ногой. Ради 2 таблеток кровавой ци мне нужно рисковать всего раз. 100 сотен лет жизни должно быть более чем достаточно, чтобы компенсировать мою утрату первичной сущности. Пробормотав, его тело засветилось зеленым светом, и он вылетел из ледяной долины. Перед дворцом на 8-м этаже пагоды подавления демона Хань сжал руки в жесте заклинания и соединил дюжину своих летающих мечей. В следующее мгновение мечи издавали оглушительный гул и превратились в 10-метровый клинок, сверкающий золотым светом. С огромным грохотом меч пронзил белую нефритовую статую и разбил ее в пыль. Останки статуи слегка дрогнули и упали на землю. Хань Ли слегка кивнул, а затем вернул меч. Это была 4-я статуя, которую он полностью уничтожил. Огромная формация вокруг дворца, казалось, делала статуи бессмертными, но на самом деле они переставали регенерировать после того, как несколько раз разбились. Однако это было возможно только при одновременной атаке формации, большом количестве культиваторов зарождающейся души. В противном случае требовалось бы слишком много магической силы, чтобы полностью уничтожить формацию. У статуи были золотые сабли, сделанные из неизвестного ему материала.
Они были не только невероятно острыми, но и обладали свойствами сдерживания дьявольской ци. Но что особенно привлекло его внимание, так это световые лезвия, которые выпускали сабли. Культиваторы дьявольских техник не смели приближаться к ним, поскольку они могли проникать сквозь дьявольскую ци, словно это был воздух. Когда кто-то пытался войти, статуи игнорировали оставшихся снаружи и одновременно выпускали комбинированную атаку в направлении нарушителя, вынуждая его бежать назад, поскольку атака, казалось, охватывала все углы. И, как оказалось, формация заклинаний перекрывалась несколькими видами ограничений. Даже после уничтожения основного слоя, они все равно не могли войти внутрь. Конечно, никто не собирался идти на такой риск и просто пытался атаковать находящиеся поблизости статуи. Уничтожив статуи, они смогут с меньшими усилиями разрушить остальную часть формации. После того, как Ханьли ударил статую перед собой, он внезапно нахмурился и огляделся. Он видел только несколько статуй, которые все еще двигались. Не успел он подумать об этом, как в его разуме раздался плач, рыдающий от боли серебряной луны. Ханьли очень встревожился и спросил, что происходит. Что-то не так. В его голосе звучало беспокойство. Это неважно. Во дворце что-то проснулось. Это вызывает у меня странное чувство, как будто оно знакомо. Ах, моя голова. Глава 1040. Лун Мэн и Лин Лун. Услышав это, сердце Ханьли задрожало, и он поспешно перевел взгляд на центр формации заклинаний дворца. Формация выглядела точно так же, как и раньше. В замешательстве он подумал задать еще один вопрос Серебряной Луне, как вдруг из зала дворца вырвалось огромное давление, за которым последовал мощный взрыв. Из верхней части зала вырвался желтый свет в виде большой руки и схватил Кипригель 8 духов. Все присутствующие культиваторы были в шоке от произошедшего, а некоторые даже вскрикнули от удивления. В этот момент из дворца донесся сладкий игривый смех. Затем пространство вокруг Кипригеля 8 духов начало колебаться, и появился силуэт с растрепанными волосами. Затем он открыл рот, выпустив луч света, который вспыхнул, как молния, и, ударив руку, легко проник в нее. Раздался жалкий визг, и большая рука быстро исчезла. Вскоре силуэт, окутанный в желтый свет, взлетел и быстро оторвался. Растрепанная фигура хихикнула и замерцала ярким светом. Свет вдруг увеличился до 30 метров в длину. Человек в желтом свете сразу же встревожился и выпустил алую стрелу изо рта. Это была невероятно быстрая атака, сформированная из сущности крови, но другой человек просто вылетел из поля зрения, и стрела прошла сквозь его тело, словно это была иллюзия. Желтый силуэт издал жалкий крик, и вскоре он применил неизвестную секретную технику, рассеяв себя в туман, а затем сгустился на расстояние. В этот момент его цвет лица был смертельно бледным, а на теле выступила кровь из длинных ран от когтей. Вместо одной из рук была окровавленная культя. «Седьмой дядя». Старейшины клана и одновременно вскрикнули при виде этого, не веря своим глазам. Эта жалкая фигура была эксцентриком с большой головой. Великий старейшина клана, я был особенно шокирован его внезапным появлением. Хотя Ханьли и другие не знали этого человека, своим духовным чутьем они видели, что он был на поздней стадии зарождающейся души. В результате они были удивлены не меньше, чем остальные. Растрепанная фигура, что его преследовала, напоминала великого старейшину секты священного яда, Хуатиньцы, хотя волосы и закрывали лицо. Однако слова, покидавшие его рот, звучали очаровательным голосом молодой женщины. Если бы не обширные способности собравшихся и присутствие Кипригеля 8 духов, Ханьли бы уже сбежал. Другие культиваторы, видя, что что-то не так, озадаченно уставились на растрепанного человека. Он был в состоянии довести культиватора поздней стадии зарождающейся души в такое жалкое состояние. Неужели он был культиватором стадии божественной трансформации? Когда эта мысль промелькнула в их умах, они почувствовали, как их сердца ушли в пятки. Но когда эта загадочная фигура заметила, что эксцентрик с большой головой сбежал, он холодно рассмеялся и больше не стал преследовать его. Вместо этого переключил свое внимание на других культиваторов за пределами формации заклинаний. С холодным, как острый клинок взглядом, внушающим страх, он пронесся мимо них. Самые слабые среди них покачнулись на несколько шагов назад, прежде чем сумели восстановить равновесие. Ханьли внутренне выругался, активировав глаза духовного прозрения, чтобы заблокировать эффект. Но когда взгляд мужчины пронесся мимо него, Ханьли почувствовал, словно его тело погрузилось в лед, и его цвет лица побледнел. «Ой! Ты!» — раздался женский голос загадочной фигуры, и его взгляд сфокусировался на Ханьли. Казалось, она смотрела на него, не веря своим глазам.
В этот момент его сумка для хранения дрогнула, и оттуда вспыхнул белый свет. Сделав круг в воздухе, он приземлился перед ним. В серебряной вспышке вызванная лиса приняла форму красивой молодой женщины в белой одежде. «Это действительно ты!» Когда таинственный человек увидел серебряную луну, его тело затряслось, и он поднял голову, раскрывая свое истинное лицо. Хуатиньцы. Окружающие культиваторы пришли в ярость. Помимо того, что его глаза стали нефритового цвета, он ничуть не изменился. Культиватор уставился на серебряную луну со странным выражением на лице. Другие культиваторы при виде этой странной сцены почувствовали себя в полной растерянности. Обладая огромным опытом, они знали, что Хуатиньцы был одержим. Что касается личности того, кто овладел им, это было полной загадкой. Эксцентрик с большой головой воспользовался этой возможностью, чтобы незаметно отступить, в то же время быстро проглотив лекарственную таблетку и приложив несколько талисманов на обрубок руки. Она была мгновенно восстановлена внезапной белой вспышкой. После этого он поднял голову и еще раз взглянул на одержимого человека. В сложившихся обстоятельствах Ханьли прищурился, сосредоточившись на проносившихся мыслях в его голове. То, что произошло, скорее всего, вызвало там серебряную луну. Однако он не знал, какое отношение это имеет к ней. Друг это был или враг, шок на лице Хуатиньца исчез, и он равнодушно сказал: «Сюэлин, ты должна была найти это место много лет назад. Я не ожидала, что ты прибудешь сейчас. Почему твоя аура стала намного слабее, и почему ты овладела телом демонической лисицы 4-го ранга? Разве ты не считаешь это оскорблением нашего статуса серебряных небесных волков?» Серебряная луна встряхнула волосы с лица и, немного помолчав, сказала: «Ты Лин Лун». Когда человек услышал это, на его лице появилось странное выражение. Он еще секунду смотрел на серебряную луну, а затем тихо рассмеялся. Не ожидал, что величайшая красавица нашей расы, любимая наложница божественного волка Тянькуи, потеряла память. Мне стоило догадаться. Воплощение священного предка Юань Ча тогда изгнало твою душу из нашего тела. Неудивительно, что он смог выйти оттуда. Моя прекрасная младшая сестра, я не Лин Лун, я Лун Мэн. Когда этот сладкий и обаятельный голос раздался из уст мужчины, у окружающих возник странный диссонанс. Ханьли нахмурился. У него появилось плохое предчувствие, что дальше все будет развиваться не в лучшую сторону. Несмотря на то, что он не знал, какова была связь серебряной луны с этой женщиной, в ее голосе он услышал след злорадства, направленный на нее. Серебряная луна напряженно нахмурилась и долго смотрела на Лун Мэн. Выражение ее лица колебалось, словно что-то пришло в голову. Твои слова всколыхнули несколько воспоминаний, хотя они все еще очень расплывчаты. Если я права, то мы одинаковые. Голос Лун Мэн стал ледяным. Итак, ты вспомнила. По правде говоря, изначально мы были одним человеком по имени Лин Лун, но когда наше прошлое «я» столкнулась с 5-й тысячелетней скорбью, она культивировала высшую секретную технику нашего клана Серебряных Небесных Волков. Но она совершила ошибку на полпути, и ее душа раскололась надвое, в результате чего появились мы. Однако твоя первичная душа была сильнее, и ты действовала как хозяйка, подавив меня в вечный сон. Но теперь все встало на свои места. Теперь твоя первичная душа такая жалкая и слабая, что я, наконец, смогу уничтожить тебя». Лицо Серебряной Луны напряглось, но вскоре выражение ее лица стало спокойным. «Хотя я мало что помню, я вспоминаю печать души кровавого укуса. Ты не можешь убить меня. Если я умру, тебе некуда идти». Лун Мэн изменилась в лице, и в ее глазах вспыхнул зеленый свет. Серебряная луна вскрикнула, ее тело дрогнуло в тот момент, когда огромная невидимая сила ударила ее. Ханьли поджал губы и, не задумываясь, поднялся в воздух. Внезапно позади Серебряной луны появилась большая лазурная рука, которая вытащила ее из-под атаки. Лун Мэн была поражена этим и вскоре яростно уставилась на Ханьли. Нехорошо. Ханьли поспешно поднял руку и вытащил перед собой увеличенную форму щита звездной эссенции. Огромный взрыв сотряс воздух. Поверхность щита бурно вспыхнула, и в него ввалились углубления размером в несколько дюймов. Ханьли почувствовал, как у него перехватило дыхание. Когда остальные услышали их разговор, они почувствовали, словно их окатило ледяной водой. Произошедшее вызывало у них беспокойство. С тех пор, как появился Хуатиньцы, серебрянокрылый ночной демон и львиный ястреб были озадачены, но, услышав их имена, на их лицах появился ужас. Обменявшись несколькими фразами, они втайне поспешили к направлению выхода. Когда Лун Мэн увидела, что ее удар неэффективен, она почувствовала удивление. Однако что-то пришло в голову, когда она решила снова напасть. Она взглянула на Ханьли, а затем на Серебряную луну, и злобно улыбнулась.
Сюэлин. Твой запах присутствует на нем, и ранее ты вышла из его сумки для хранения духовного зверя. Неужели ты стала его духовным зверем? Что с того, если это так? Холодно ответила Серебряная Луна. Выражение ее лица стало мрачным. Лун Мэн залилась злобным смехом и сказала: «В этом случае я должна поздравить этого человека». Даже 3 императора царства духов не посмели бы даже подумать о том, чтобы любимая наложница короля демонов Тянькуй стала их духовным зверем.